Друзья мои, всем здравствуйте! Вы на канале Твой мир. Меня зовут Наталья. Предлагаю вашему вниманию расклад на сегодня для знака зодиака Рак на февраль месяц. Посмотрим первую, вторую, третью декаду месяца, чем знаменуются, что посоветуют карты, какие подсказки увидите, как чего решать. Давайте разберемся. Дорогие раки, настройтесь, а мы начинаем. Февраль месяц для рака. Первая декада месяца. Раки, первая декада месяца. Конфликты какие-то будете решать. Смотрите, раки, первая декада месяца у вас знаменуется какой-то такой, скажем так, спором, либо какой-то серьезной такой стычкой, в которой вы все-таки одержите победу, да, но стычка это будет по поводу улучшения вашего материального состояния. Здесь как бы такой уровень, когда вы хотите достичь желаемого, да, ни в чем себе не отказывать, не нуждаться ни в чем, жить тем припеваючи, чтобы у вас на все хватало. Причем, что знаете как, у вас очень много мудрости для этого, да, ресурсов очень много, но вы выходите победителем вот в этой какой-то конфликтной ситуации по поводу вашего финансового положения, материального положения. Это не говорит конкретно о финансах. Пентакли это все-таки материально, это то, что нас окружает, и отношения, и семья, и работа. Здесь все, да, и деньги в том числе. Поэтому это о том, что лучше и мало вкладывается туда, понимаете? Если это работа, то это работа, которая работает без вашего участия. То есть вы создали какой-то проект, создали, да, вы где-то там управляете по удаленке, а проект ваш работает. То есть как бы вот в таких моментах какие-то будут стычки в первой декаде месяца, но вы все-таки одержите победу, вы выйдете победителем, вас поддержат, вас поймут, вас услышат, примут ваше мнение, вашу сторону. И я скажу так, что согласятся с вами, а возможно кто-то даже будет отстаивать какие-то свои честно заработанные деньги, финансы, да, то есть какие-то проекты, возможно, кто-то будет права авторские отстаивать. Ну, здесь все что угодно, вариантов можно предположить кучу, но здесь только помните о том, что вы выйдете победителем в этой ситуации, правда на вашей стороне. Поэтому я вас поздравляю. Первая декада для вас хороша. Вторая декада месяца февраля для рака. А вторая декада месяца для вас, знаете, идет такой момент, что вам нужно соблюдать осторожность, а вообще даже не спорить и подчиниться некому королю пентаклей. Король пентаклей, кто архетип? Это, ну, скорее всего, мужчина. Мужчина такой преклонного возраста, который имеет влияние, который имеет состояние, который имеет много связей, который решает любой вопрос. Здесь может быть кто угодно. Здесь могут быть органы, да, какие-то исполнительные. Здесь может быть просто крутой бизнесмен. Здесь может быть просто человек, который очень известен в своих кругах. Здесь человек, который имеет статус, который имеет позицию какую-то уже такую, знаете, он состоялся в этой жизни, у него определенный круг знакомств. И вот вам во второй декаде месяца с этим человеком лучше не спорить вообще. То есть здесь вам надо, знаете как, ну, слово такое не хочу повторять, покориться, да, но вот как-то идет вот такое слово, что вам надо довериться, не спорить с ним, либо если вы даже где-то ведете какой-то диалог, здесь соблюдайте баланс, здесь очень осторожно с этим человеком вам надо взаимодействовать во второй декаде месяца. И тогда, конечно, все будет благополучно. Какой-то, ну, знаете, этот человек как-то ведет вас в какое-то развитие. И вот здесь я же говорю, что, может быть, от его мнения очень много зависит. Такое тоже может быть. И вот здесь вам главное не... Я почему-то так, знаете, взглянула на подколодную карту. Там карта справедливости. Почему-то вот, мне кажется, человек такой с вами поступает по-честному. Давайте посмотрим третью декаду месяца. Что вам знаменует третья декада месяца?
Смотрите, в третьей декаде месяца у вас какой-то момент такой, что вам захочется уединиться, вам хочется подумать о каких-то своих поступках прошлых, да, вам захочется поразмышлять на эту тему, причем, что поменять что-то в своей жизни очень резко захочется. И вы знаете, такой момент, что как будто вы выйдете в какое-то новое начало, либо задумаетесь о том, что в вашей жизни не так, что вам надо поменять. И по отшельнику я хочу сказать, что это будут такие глобальные перемены. То есть, понимаете, у вас мысли будут не просто о том, что надо поменять обои, да, а это конкретно, ну, серьезные такие вещи. Либо вы будете менять внутреннее состояние, либо вы будете менять партнера, либо вы будете менять траекторию своего движения, или там вообще захотите, я не знаю, начать что-то новое, которое никогда в жизни не испытывали. То есть здесь такие серьезные моменты, да, не бытовой какой-то уровень, какая-то мелочь, а серьезные такие моменты. Здесь, во-первых, у вас идут серьезные трансформации. Да, мы видим о том, что страшный суд — это все-таки карта трансформации. Это карта, когда вас призывают к действию, когда вам, грубо говоря, бумеранги все прилетели, которые можно было прилететь. Да, сделал хорошо, получил хорошо, сделал плохо, получи плохо. И здесь идет такая мясорубка, да, здесь идет такой момент, когда у вас меняется все, у вас меняется мышление, у вас меняется мировоззрение, у вас меняется вообще даже ваше окружение. И эти все перемены к лучшему. И здесь третья декада февраля говорит о том, что вы наконец-то встанете в какую-то позицию плана своего будущего. То есть здесь, ну, это не говорит еще о том, что вы уже сделаете туда шаг, да. Здесь только карта говорит о том, что вы запланируете, но уже такие планы будут, знаете, как не сырые, а обдуманные, и уже такие четкие, вы уже все-таки будете иметь достаточно хороший эскиз вашей будущей жизни. И на совет вам выпадает восьмерка чаш. Эта карта говорит о том, что... Слушайте, я всегда эту карту трактую так, как слушай свое сердце. Здесь мы видим, да, восьмерка чаш. У него все есть, у него полно энергии, там, да, и жизнь полная, там, изобилия и всего. Эмоционально все хорошо, но не радует, понимаете, не радует человека тот момент, который у него есть. Нету внутреннего огня, нету внутреннего отклика. И вот здесь она выпадает на карту совета. Я всегда говорю о том, что слушайте свое сердце, идите за своим сердцем. Не лежит у вас душа быть на этой работе, уходите с нее. Не хотите вы жить с этим человеком, уходите от него. Не хотите там, я не знаю, сидеть, зарабатывать 100 рублей в месяц, да, идите зарабатывайте 500, 1000, миллион. Здесь, понимаете, как-то вот такой момент, что делайте то, что вы хотите. Сделайте подарок такой себе, сделайте такой подарок своему сердцу. Послушайте, что оно хочет, послушайте свою интуицию. И здесь все-таки обретите вот эту внутреннюю гармонию. Без внутренней гармонии нет никакого огня и движения далее. Дорогие раки, у меня вот такой для вас получился расклад. Я вам желаю всего доброго, всего прекрасного, светлого в каждом дне, только позитива. Исполнение всех желаний. Как я говорила, в каждом дне желаю вам волшебства, желаю, чтобы ваши мечты сбывались. И здесь я хочу добавить по этой карте совета, что все-таки слушайте свою интуицию, слушайте свой внутренний отклик. И тогда в вашей жизни будет порядок, гармония, уют, тепло, комфорт, прекрасные перспективы, достаток и изобилие. Я с вами прощаюсь, дорогие мои. До новых видео. Ваша Наталья.